Дориан Грей не проявится, да? Не смогу. Раз, два, так, это не мой микрофон. Топ-топ, 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 топ-топ. Но все еще зимнюю обувь понадевали. Протопали? Вот это вот. Говнодава. Ладно, протопали. Мгм. Сначала пойдет. У моих родителей был дом, который построил Джек. У моих родителей... Воробей. А можно тебя попросить ткнуть мне снова в лицо там, потому что, кажется, у него сбилось, пока я ходил туда-сюда. Всем привет. Привет, Я Марина. а я Никита. Мы ведущие подкаста Easy Russian. Это подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что. Сегодня мы будем как раз-таки смотреть на наши старые семейные фотографии. Такова тема нашего очередного Easy Russian подкаста. Забавно совпало, что я как раз сейчас пришла со съемки, где фотографии, правда, были не семейные, а такие творческие. Но совпадение с темой мне нравится. Знаешь, Никит, часто, когда ты заходишь в гости к кому-нибудь домой, на стенах висят фотографии или портреты какие-то, как правило, или, например, на столе они могут стоять. Вот у тебя такое было когда-нибудь? Но дело в том, что лично у меня не было, хотя я чувствую, что дозрел уже до этого. Но так всегда было у моих родных, так было и у моего папы. Мама моя не очень любит ставить старые семейные фотографии, но очень любит сестра. И в любом случае, так или иначе, это фотографии наших предков в самом широком смысле слова или каких-то памятных мест, особенно дорогих сердцу. Вот в случае с папой это была знаменитая фотография моей бабушки, его мамы. Это военная фотография. Бабушка воевала. И это такая в нашей семье прямо легендарная фотография, потому что она сидит в военной форме в лесу на привале, и вокруг нее 16 или 18 мужчин тоже в военной форме. Это вот ее отряд. Она единственная женщина там. И она лучезарно улыбается, а все остальные мужчины очень уставшие, очень грустные. И явно вот понятно, что они все одинаково вымотаны войной на этом кадре. Но бабушка, видимо, как настоящая леди постаралась, приняла такую позу, как-то так выпрямила спину, так в полубоком села красиво и, значит, смогла вымучить из себя улыбку, на что остальные мужики были совершенно уже не способны. Явно там запечатлены тяжелые времена. А кем была твоя бабушка? Ох, Звуки бабушки. звуки бабушки, да. Она была сначала медсестрой, а затем стала довольно такой сомнительной, заняла довольно сомнительную должность в советской армии. Это комсорг, по-моему, если не ошибаюсь Что это правильно, такое? представитель комсомольской организации. В Что общем, значит? это значит идеологический офицер, офицер по идеологии, который, значит, должен был следить за тем, чтобы не падал боевой дух, чтобы не сдавались немцам, чтобы были верны идеалам коммунизма. Ого. Конечно, моя бабушка была более чем разумным человеком, да еще и с довольно серьезными дворянскими корнями, поэтому обязанности комсорга она выполняла по-своему. Например? Но она не занималась идеологической работой с солдатами и офицерами, она, по сути, просто воевала вместе с ними и своим примером, тем, что она, в общем, молодая женщина, наравне с ними, преодолевая все трудности, просто была им поддержкой. Она была несколько раз ранена. У нее есть бабушка моя умерла в 2002 или 2003 году. Я вдруг понял, что я точно не могу вспомнить. В каком возрасте? Сколько ей было лет? Ей было, мне кажется, около 70. А ты успел с ней поговорить о чем-то? Да, я обо всем на свете успел с ней поговорить, потому что она чрезвычайно умная, интеллигентная женщина была. Она была журналисткой. И
писала блестящие совершенно тексты, и я уже был начинающим журналистом, и помню много замечательных с ней разговоров, где мы прекрасно друг друга понимали. Конечно, у нее там была другая терминология, да, потому что она привыкла быть газетным или журнальным журналистом, который имеет дело, значит, с типографией, которая вручную, да, идет набор вот этих свинцовых макетов, и там другое понятие о дедлайнах, другое понятие о редактуре. Современная журналистика на тот момент, когда я ей стал заниматься, была куда более гибкой и простой. Можно было в самый последний момент вносить изменения, но она уже превратилась во многом в интернет-журналистику, где изменения можно и задним числом потом вносить, чего совершенно нельзя себе представить в классической газетной журналистике прошлых лет. Мы с ней очень дружили. Я до сих пор помню наизусть ее домашний московский телефон. Я очень мало вообще номеров помню в жизни, любых. А ее домашний номер помню, потому что мы созванивались с ней практически каждый день. Хорошая история. Ну, наверное, длинновато для одной фотографии. А что про дедушку? Можешь рассказать? Была ли фотография дедушки вместе с бабушкой? Были фотографии дедушкины. Он их не очень сам любил. На стенах висели фотографии в основном с охоты, потому что дедушка был заядлым охотником вместе со своими двумя сыновьями. Андреем, это мой дядя, и Алексеем, это мой папа. Они постоянно ездили на охоту, причем очень любили отправляться вот в такой длительный поход на 2-3 недели на байдарках где-нибудь вот там на крайнем севере, вот куда на вертолете добираются, знаешь, и потом оттуда долго спускаются на байдарках по реке. Опиши, пожалуйста, одну из фотографий таких. А там стоит, собственно, стоит Андрей и дедушка мой Роман. Они держат, как вот положено рыбакам, каких-то огромных рыбин, не знаю уж каких, северных. У них в руках спиннинги, они в болотных сапогах, которые выше бедер даже. И вид у них там страшно довольный. Но я ценю совершенно другую фотографию. Это, к слову, о нашей давней дискуссии с папой. Папа всегда мне говорил с гордостью, что Батяня, а именно так мы называли дедушку, Батяня, такое вот прозвище у него было. Ну, кстати, Батяня – это от слова «батя», то есть отец. Ну, так его называл папа, и начали называть все. Ну, всем понравилось Батяня. Батяня стала просто личным прозвищем. Объяснить, что это значит. Вот, и папа мне часто говорил, что вот Батяня железный человек, никаких сантиментов, никакой рефлексии, никакой депрессии. Это вот человек, у которого всегда хорошее настроение. И действительно, Батяня во многом так и выглядел. Он такой гусар был. Я его, конечно, помню уже в пожилом возрасте, но он был все равно пожилой гусар, такой хорохорящийся, весельчак, с анекдотами, значит, за дамами готовый приударить всегда. Действительно, полон энергии. Однако же, когда он умер, я, наконец, смог заглянуть в его сейф на легальных основаниях, где нашел, среди прочего, стопку разных старых фотографий. Одна из них выглядела так. На ней Батяня, помоложе, чем я его помню, сидит с совершенно растерянным лицом на камешке, выступающем из моря. Ну, как морской берег, там такой большой камень, позади него, значит, море. Вид у него просто растерянный. У него очень даже жалобный какой-то вид. Он сидит в каких-то плавках, так немножко руками прикрывает живот. Я это сразу понимаю, как человек, который всю жизнь комплексует из-за своей фигуры. Я прямо это сразу узнал. И, значит, переворачиваю я эту фотографию, и там сзади написано что-то типа там Сочи, 1975 что ли, год. Все такой же одинокий, только теперь еще и толстый. Написано рукой Батяня. Я аж папе побежал показывать эту фотографию, но в том смысле, что ничего себе, нет никакой рефлексии. Да ты посмотри, там глубина просто. И папа мне сказал, нет, это не, я не знаю, что это какой-то розыгрыш, он не мог такого написать. Мужчины, у нас нет депрессии. Также мужчины пишут своей рукой на фотографии все такой же одинокий, а теперь еще и толстый. Вот так. Вот эта вот фотография мне самая запомнившаяся, потому что там он предельно искренний, откровенный и очень любимый. А самое главное, что я на этой фотографии, особенно с возрастом, начинаю замечать, как мы с ним похожи. Не в смысле несчастья и переживания по поводу своей фигуры, а просто вот там такое выражение лица, которого я в
вживую, наверное, может быть, даже никогда у него не видел. Мгм. И это выражение лица я часто узнаю в зеркале. Мне нравится эта история, что я обрел какую-то дополнительную ниточку родства и сродства с ним, даже после того, когда он уже умер. Вот это моя, наверное, любимая фотография дедушки. У моих родителей был дом. И мой папа тоже, как и твои родные, любил охотиться. И я до сих пор помню, как, кстати говоря, все еще в этом доме висит картина, нарисованная по фотографии с охоты. Там мой папа стоит, держит в руках какую-то убитую живность, убитую по лицензии, хочу заметить. То есть официально. Вообще, как бы, если у тебя есть разрешение на охоту, там есть лимит, например, ты можешь застрелить какое-то количество там, животных в год, как правило, их очень мало, и стоит это очень дорого. И в Несколько тысяч определенный евро. охотничий В сезон. определенный охотничий сезон, да, когда там не идет период размножения, например, и ты не вредишь таким образом слишком сильно окружающей среде. Хотя лично я против охоты, но у каждого Категорически тебя поддерживаю, да, но Марина. каждый по-своему на это смотрит. В любом случае, у него была эта фотография с охоты, и он там держит типа какого-то кролика, что ли, или утку. Рядом лежат две наших собаки охотничьих, которых я помню с детства, и это все как бы и позади него лес. И он, типа, улыбается. И вот она прям перед моими глазами стоит. Это, конечно, удивительный факт. Удивительный факт, что люди не просто вешают свои семейные фото на стену, а еще и перерисовывают их. Это что это? Как? Ну вот я тебе говорю, он заказал портрет у художника, который по фотографии, которую я сейчас описала, нарисовал картину. И у него эта картина на стене висит. Представляешь? Я не осуждаю, это Не, это да. просто вызывает у меня некоторое, недоумение, смешанное даже с восторгом, наверное, каким-то изощренным. Вот. У меня про семейные фотографии даже другая, наверное, немножко. Что ты хотел сказать? Ничего, просто расчувствовался от твоей истории. Я, когда приезжала к бабушке в маленький город Осташков, где она живет и где я родилась, я каждый раз, не каждый раз, но довольно часто лезла на антресоли, это верхняя часть шкафа, и разбирала фотографии, которые там у нее лежали. А там, как правило, было 3 или 4 фотоальбома со всей буквальной историей нашей семьи. Там были дореволюционные портреты моих прадедушек и прабабушек, и даже прапрадедушек и прапрабабушек из Украины. Там кто-то, по-моему, даже был из Польши. Еще откуда-то. То есть из довольно большого и разнообразного количества мест дореволюционные снимки выглядят довольно интересно, потому что они уже на такой немножко пожелтевшей бумаге, и люди там вот так вот прям позируют очень ответственно. Да. Но не так, как часто позируют тебя. Да, я позирую так. Классическая схема, где мужчина, значит, сидит, патриархальное общество, сидит там, например, закинув ногу на ногу и красиво расположившись в кресле. За его спиной стоит, как бы, за ним семья. Полуспрятавшись, стоит обычно жена, например, облокотившись, положив Мгм. руку на его плечо. И здесь могут еще разместиться дети, где-нибудь на заднем плане бабушка, но центром этой фотографии всегда остался мужик все непременно. Это, конечно, дико бесило, но Да. извини, что я тебя перебил. Да, так вот. И я помню, что однажды мне очень захотелось посмотреть на то, как моя мама выглядела в моем возрасте. В тот момент мне было где-то 21 или 22 года. И я нашла абсолютно потрясающие снимки. Благодаря этим фотографиям я узнала, что моя мама, во-первых, была эко-активисткой. Мгм. Во-вторых, играла в рок-группе на бас-гитаре. В-третьих, участвовала в каких-то конкурсах красоты, и они писали местные газеты. И чего она там... и каталась на мотоцикле, О, на да. старом советском мотоцикле. Да. И я смотрю на это все и такая: вау, you Мгм. rock. Это круто. И у меня эти фотографии до сих пор есть в телефоне, и я с большой радостью их иногда пересматриваю. И это те снимки, которые я бы хотела распечатать. Я бы не стала печатать фотографии со своей свадьбы, как бы они мне не нравились, хотя моя бабушка сделала нам альбом. Я бы не стала печатать, наверное, снимки себя со своей семьей. Мне это кажется очень странным и немножечко даже страшноватым каким-то. Типа странненьким таким. Я не понимаю, зачем это делать. Это мне напоминает американские фильмы ужасов, когда ты заходишь в дом, где убили всю семью, а там их портреты висят. И ты такая: что это? Зачем?
Вот. А такие снимки, которые связаны у меня с какими-то воспоминаниями и яркими моментами именно в семейной биографии, и какие-то, ну, которые, знаешь, передают какую-то связь через поколение, связь меня и моей мамы в каком-то таком молодом возрасте, они мне гораздо более ценны. Ну вот говоря про кринжовость семейных фотографий, тем не менее у меня на экране телефона на заставке фотография моя с моей дочерью, которая сидит у меня на коленях. Это совсем не кринж. Я имею в виду, если бы ты распечатал и повесил ее в туалете лицом к унитазу, это было бы странно. Да. А так делают. Ну почему к унитазу-то? Ну, я не знаю, почему Это люди месть, делают... Я наверное. не знаю, почему люди часто так делают, Никита. У меня тот же вопрос. Типа, например, распечатывают календарь на следующий год со своей семьей, и ты сидишь, срешь, извините за выражение, Ну подожди. и смотришь листаешь, значит, портреты. Хорошо, а если этот календарь висит на кухне или в гостиной, это получше ситуацию? Нет. Вот. А зачем это вообще нужно? Ну, хочется, наверное, людям смотреть на свою семью, чувствовать ее полноту, ширину, я не знаю, наследие. С другой стороны, я соврала. Так. Я хочу развесить фотографии дома, но я бы хотела их не в рамку поставить и вот так вот семейным Мгм. алтарем сделать, а развесить в довольно рандомном порядке, как Мгм. будто я их только что напечатала и вытащила, даже если там будут семейные фотки, Мгм. детские, еще какие-то. Вот, но перемешать их с другими карточками, открытками с подписями. Ну, то есть для меня это все, наверное, про форму, а не про факт. Как бы, то есть получается, что я соврала, и с самим фактом я согласна, прикольно их выставлять на показ, но то, как это делается, для меня важно. Охонюшки. Ну, во-первых, конечно, у меня не было такой потребности смотреть на фотографии моих родных до тех пор, пока я вынужденно не оказался в разлуке с ними с неясным сроком. Мгм. Я не понимаю, когда мы увидимся. И сейчас мне это стало важно. Какое счастье, что мой телефон набит фотографиями, в том числе перефотографированными старыми фотографиями. И да, я теперь на них смотрю. Раньше для меня это не имело такого значения. Смотрю на фотографии района, в котором я жил. Смотрю на фотографии Астраханского дома в деревне, по которым я Кстати, тоже скучаю. а как ты думаешь, это тоже попадает в категорию семейные фото? Думаю, да, Потому что на самом деле, ну, семья это же шире, чем просто члены твоей семьи. Это могут Ну, быть и собака, конечно. может быть членом твоей семьи, и дом, и место. Это может быть вообще какая-то с точки зрения стороннего зрителя абсурдная штука. Например. Которая, ну вот моя любимая, я уже рассказывал, у меня есть фотография, которую мне часто iPhone подсовывает в виде, значит, фотовоспоминания случайного. Это вот та самая грамота моей мамы, которую она получила за победу в конкурсе по метанию гранаты. Ну, это звучит довольно и выглядит довольно странно, особенно сегодня, когда идет война. Но как будто бы я, знаешь, Z-патриот, который гордится, эх, какие у меня это. Да нет, это надо понимать, что моя мама абсолютный пацифист, хрупкая женщина даже сейчас, а тогда просто исчезающая маленькая дюймовочка-девочка, значит, умудрилась каким-то образом перекинуть эту гранату дальше, чем все ее там одноклассники и одношкольники. И это настолько ей не свойственно, что мне даже кажется, она делала это с ненавистью. Именно ненависть, значит, к военному времяпрепровождению, которое так навязывалось Советским Союзом, и придала ей сил, чтобы метнуть эту гранату дальше всех. Мне кажется, Никит, стоит объяснить контекст, в котором твоя мама участвовала в конкурсе по метанию гранаты. Ну, мы это рассказывали в одном из выпусков. Я повторю с удовольствием. Дело в том, что в Советском Союзе и теперь в России, в сегодняшней, вставшей на военные рельсы, это снова происходит, существовали курсы обязательной военной подготовки. Прямо со школы, а иной раз даже и в детском саду. Сейчас, например, можно это встретить. Детей учили собирать, разбирать автоматы, рыть окопы, там, правильно укрываться от пуль и так далее, в том числе вот бросать муляжи гранат. Да, то есть, конечно, к счастью, не настоящую, но она выглядит как настоящая, весит столько, сколько настоящая, там надо, видимо, выдергивать чеку или нажимать на какую-то кнопку, я уж не знаю, какая там была граната, и бросать ее правильным образом, и правильным образом после этого укрываться, значит, все по-взрослому, чтобы дети прямо с детства знали, как воевать. Моя мама, как я уже говорил, убежденный пацифист. Ей это все дико не нравилось. Ей гораздо больше нравилось играть в баскетбол, кстати, несмотря на ее
скромный рост, она блестяще играла. И нравилось ходить в бассейн, она любила очень плавать, значит. Но вот приходилось отрабатывать повинность. Но, может быть, я никогда у нее не спрашивал об этом. Может быть, она постаралась метнуть эту гранату подальше, чтобы получить эту грамоту, призовое место, и чтобы от нее отстали просто, и больше уже Мгм. не трогали. Не исключено, что было все именно так. Я предлагаю вспомнить еще по одной фотографии. Папа еще очень гордился фотографией моего прадеда. Прадеда, да. Я каждый раз сбиваюсь. Прадед или прапрадед? Прадед. Прадед — это отец твоих дедушки и Да, бабушки, а прапрадед — это, соответственно, еще дальше. на одно Да, колено на одно назад. колено, да. Там человек в офицерской форме. Мой прадед Никита Федорович Пешков, именно такая была фамилия на этом этапе моего семейства. Он был старпомом на крейсере «Варяг», воспетым, значит, в знаменитой песне, и личным адъютантом адмирала Колчака, белого правителя России после революции при гражданской войне. Мне Конечно, в нос муха да, залетела. на таких словах надо обязательно снижать. В общем, мой папа, естественно, который человек был ужасно гордый, очень такой своенравный, он гордился этой фотографией. Для него это было естественным, ну, таким венцом развития мужчины, человека, и он, конечно же, ассоциировал себя с прадедом, с дворянством, с белым движением, значит, вот со всей вот этой вот красотой и величием элиты. Вот. А что меня страшно смущало, если честно, потому что я не чувствовал ни в нашей семье, ни в общении нашем друг с другом, ни в образе жизни, который мы вели, честно говоря, не узнавались мне никакие дворянские черты, и никакого величия не ощущал ни в своих родных, ни в себе. А прадед этот фантастически внешне похож и на моего отца, и на меня, и на моих братьев. То есть, фенотипически, прям это он. То есть, в смысле, это Я у тебя сейчас нет никаких сомнений. смотрю на тебя и прям вижу вот эти благородные дворянские черты. Спасибо, Марина. В глазах читается, в глазах. Это море плещется в моих глазах. Но, в общем, конечно, это папина гордость. Море твоей родословной. Да, море в бушующие волны. Конечно, эта папина гордость меня страшно раздражала. Потому что Мгм. мне казалось, особенно подростку, мне казалось, а чего толку гордиться тем, к чему ты лично не имеешь никакого отношения? И настолько у меня были конфликтные отношения с отцом много лет, что я, конечно, прямо отторгал вот все эти образы. И я избегал этой фотографии, мне не хотелось на нее смотреть. Мне не хотелось об этом говорить. А вот сейчас, когда, значит, папа умер, умерли многие уже родные, которых я сегодня, да всех, кого я сегодня упомянул, практически только мама жива. Сейчас и вот в эмиграции я вдруг стал периодически посматривать на эту фотографию. Но не в смысле, чтобы возгордиться, а как-то вот вдруг захотелось мне обратиться к теням великих предков и, может быть, попросить их о какой-то помощи, о поддержке. Просто ты думаешь, вот тоже была судьба страшная, тяжелая, черт знает, что происходило. Справились же, как-то выжили, и вот это мне помогает. Интересно смотреть на портреты каких-то своих дальних родственников, например, условных троюродных бабушек или двоюродных кузин. То есть кузина — это по-русски двоюродная сестра или кузен — двоюродный брат. Каких-то дальних родственников и видеть в них свои черты. Стихотворение вспомнила. Какое? Быкова. Давай. Во всех моих женщинах видел твои черты, и это с ними меня мирило. Строчку просто. Очень красиво. И я сейчас вспомнила это, потому что, например, мой брат родной, который на 5 лет младше меня, просто вылитый мой дедушка. Дедушка умер, когда я только родилась, в 96-м году. Он знал меня буквально там месяц или 2, а потом скончался. И когда я смотрю на его фото, я, конечно, поражаюсь этому сходству. Сходству именно со своим братом. Скулы, нос, высокий лоб, глаза такие чайные. Вот прям чайный цвет такой, как чай черный. Вот. А я, например, похожа на одну из 3 сестер моей бабушки. Там вот есть портрет с ее 3 сестрами, и на одну из них, на Нину, кажется, я очень похожа, хотя там портрет 50-х годов. Это удивительное сходство. Я не знаю, как это работает.
Вот буквально как будто это через поколение передается, и все-таки гены очень сильно проявляются, особенно чем старше ты становишься. Или, например, я вот недавно начала замечать, как сильно я становлюсь похожа на свою маму. Иногда я смотрю в зеркало и вижу как будто ее лицо. В смысле, это неплохо, это просто удивительно, как ты смотришь в зеркало и видишь, как в тебе сочетаются поколения людей до тебя. Просто огромное количество. Но при этом безошибочно видишь. Безошибочно видишь. Отдельное развлечение, я тебе хочу сказать, было поразительно абсолютно то, что я увидел. Когда я увидел впервые свою только что родившуюся дочь, мне кажется, ей было сутки, может быть, от роду, я мгновенно узнал наши фамильные черты в ней. Хотя большинство окружающих, конечно же, говорят, да, они все одинаковые, эти младенчики. Ну, правда. Но я вижу. И за последующие 3 года, скоро моей дочери будет 3 года, я вижу, как именно эти черты в ней крепнут и проявляются. И теперь уже все больше прежние скептики, мои друзья, уже говорят: ой, ты действительно, а я это и так видел. Есть, правда, для этого еще научное объяснение, что, мол, природа так специально сконструирована, чтобы мужики видели сходство с новорожденными детьми, новорожденными детьми. Мол, это идет из тех древних времен, когда люди были совсем как звери, чтобы не перебил свое потомство в приступе, не знаю, ревности, гнева или еще чего-нибудь. Сразу вот, чтобы вот как бы каждому взрослому самцу очевидно было, что это его дети, даже если они не его. Поэтому не исключено, что у меня сработал сначала природный механизм, но потом проявился и фенотипический, генетический механизм. Сейчас я смотрю на свою дочь. Ну, признаться, она больше всего похожа на мою сестру, на самом деле, а не на меня. То есть там я вижу там свои черты. Но вот если прям вот так вот выбирать в чистом виде, на кого больше похожа, она ужасно похожа на мою сестру. Видимо, так вот это... Типа, вот женский вариант моего лица. Прости господи, так, видимо, это работает. Есть очень интересная книга, которую я хочу нашим слушателям порекомендовать. Она как раз про генетику и черты, и про то, как это все взаимосвязано. Называется «Она смеется как мать». Присылайте рассказы о ваших семейных фотографиях и каких-то значимых картинах, снимках или воспоминаниях, связанных с вашей семьей, на почту подкаст @easyrussian.org или присылайте аудиосообщения на сайт easyrussian.fm. И, дорогие друзья, ну, расскажите нам, собственно, вот важно ли вам, чтобы у вас дома или в телефоне, или в бумажнике, знаете, как в кино раньше открывает мужчина бумажник, а там, значит, маленькая фотография его семьи, допустим. Важно ли для вас присутствие таких образов в вашей жизни? Мне почему-то кажется, что в целом традиционная семейная фотография в рамке дома уходит, как бы становится уже не очень модной. Ее заменяют фотографии в электронном виде, чаще всего на экранах наших мобильных телефонов. Но и важно ли для вас пересматривать ваши старые семейные фотографии? Что вы при этом чувствуете? Расскажите нам. Ну что ж, ждем ваши ответы. А тем временем хочу напомнить, что у нас есть платная подписка. Если вы станете нашим платным подписчиком, вы получите очень много интересных и полезных заданий. Например, интерактивная расшифровка. Когда вы будете слушать нашу версию подкаста для платных подписчиков, у вас в приложении будет ссылка, пройдя по которой вы сможете воспользоваться нашей интерактивной расшифровкой. Это выглядит так. Текст нашей расшифровки, но он в режиме реального времени двигается у вас на экране и желтым цветом подсвечиваются ровно те слова, которые мы произносим в данный момент. При этом, если нажать на еще одну кнопку, можно увидеть в столбце рядом перевод этой расшифровки на английский и другие языки. Ну, то есть, получается вообще билингвальная книга, по которой вы, можно сказать, вводите пальцем в режиме реального времени и точно слышите каждое слово, которое сейчас звучит, и читаете его на экране. Это очень помогает понять все в точности, как есть. Кроме того, мы записываем для наших платных подписчиков всегда бонус, который идет в конце каждого нашего выпуска. Это могут быть какие-то дополнительные материалы к теме, которую мы обсуждали. Стихи, рассказы, какие-то неудавшиеся дубли часто мы оставляем. Наши личные истории и многое-многое другое, но всегда что-то очень интересное. Как бы то ни было, мы очень нуждаемся в вашей поддержке, так что приходите, подписывайтесь на нас и помогайте нам делать новые выпуски. Всем пока!
До новых встреч. Пока. Мне вдруг стало обидно за мою маму, что я ничего особенного не рассказал про нее. Рассказывай сейчас. Есть замечательная совершенно фотография. Я, кстати, ее упоминал когда-то и приложу, может быть, ссылку даже на нее, где мама совсем юная сидит в редакции газеты «Дельта Волги» и курит сигаретку. На ней очень модный комбинезон, который она сшила сама своими руками. С одеждой тогда были проблемы. Выделялись те, кто умел шить. И она курит какую-то сигаретку, и, значит, и вид у нее, ну, просто она супермодель. Она что-то среднее между Твигги и Лайзой Минелли, вот в одном лице просто. С прической, кстати, очень похожа на твою нынешнюю, Марина, только фотография черно-белая, даже если у нее волосы там каким-то цветом и выкрашены, я об этом уже ничего не узнаю. И она такая красивая, такая какая-то дерзкая, такая живая девчонка именно. Я помню, когда я прям совсем, я даже не подростком, я прям мелкий был, когда увидал эту фотографию, и меня так поразило, что вот это вот мама, это что-то очень официальное, очень серьезное, с одной стороны, с другой стороны, очень любимое, мягкое, теплое. Ну, как бы очень трудно в детстве думать о маме как о самостоятельной, отдельной от тебя личности. И это был такой впечатляющий пример того, что это вот прям я вижу человека очень дерзкого, очень независимого, с которым я бы испугался бы связываться, если что, потому что она прям выглядела опасной. Очень я восхитился и мамой, с тех пор очень ценю и держу при себе эту фотографию. Да, любопытно, как на таких снимках ты можешь себя тоже пересмотреть, например, и вспомнить, в каком состоянии ты был раньше. Я только вчера размышляла над тем, как по-разному мы выглядим в разные моменты своей жизни. Например, я часто делаю селфи не чтобы их выставить куда-то или кому-то показать, а чтобы запомнить, как я выгляжу буквально и в горе, и в радости. И, например, мое лицо, когда мне очень плохо, и мое лицо, когда мне очень хорошо, это как будто два разных человека. Вот так.